Друзья мои, вы знаете, что я не могу пройти мимо больших лодок. Они мне нравятся, они меня вызывают такие чувства. Особенно, когда у нас здесь 80-футовый катамаран за 8 миллионов евро, который отлично ходит, отлично управляется, который может быть просто домом на воде. Так давайте же посмотрим, что это у нас. С вами Саша Горан, вы на канале Интерпарус. Оценим. И давайте, друзья, первым делом оценим интересный трап. Он у нас выходит прямо из платформы. Плюсы в том, что вы можете стать чуть дальше, во-первых. Во-вторых, вам не нужно здесь его встраивать, дополнительное место там, да, в трансе. Но в то же время, он так может служить трамплинчиком, чтобы попрыгать в воду. То есть немножечко стрёмно. Далее наша платформа огромная, то есть она порядка 1,80 м, и она у нас может выдерживать до 2 тонн, то есть в центре до 2 тонн. Если разбалансировка, то тонну 200. Есть вариант, ребятки, установить более мощную платформу, которая будет выдерживать до 4 тонн. Но вы должны понимать, насколько это важно. Как и на всех катамаранах Фонтен-Пажо, платформа опускается ровно по периметру всех трансов. И в итоге мы можем получить дополнительное здесь место. Поэтому здесь будет просто огромное место, которое будет находиться возле воды, либо в воде. Здесь можно поставить столик. Собственно говоря, она предназначена для динги, для тендера, но здесь можно поставить столик и наслаждаться морем уже как можно ближе. Далее, ребята, у нас здесь машинное отделение. Поверьте, они очень огромные. Давайте зайдем, оценим их. Вот такая откидная дверь здесь есть. 2 системы защиты. Здесь у нас вот такой предбанник. Здесь можно чего-то полезного хранить, или не полезного. И дальше у нас идет вот такая дверь. Оцените, watertight, да, водоупорная. И мы попадаем в наше машинное отделение. И у нас, здесь двигатели Cummins, каждый по 425 лошадей, такие неубиваемые. Далее у нас 2 дизель-генератора Cummins, тоже, да, на 19 киловатт с каждой стороны. И 2 ватермейкера, каждый на 250 литров. И кроме этого есть доступ на палубу, то есть если вы в такой серьезной навигации идете, то вы можете прямо из кокпита сюда попасть. Такое все достаточно мощное, распределительный шкаф здесь. Все серьезно. Серьезному кораблю серьезное машинное отделение, ребята. Кроме того, ребятки, у меня за спиной находится гараж для гидроцикла, для джетски. Даже покажу вам сейчас. Гидроцикл здесь можно очень легко разместить. И очень продуманная перегрузка его на платформу. То есть здесь у нас есть вот такая рама, которая берет его, очень легко перемещает на платформу, и вы уже его опускаете вниз. Кроме того, ребят, у нас здесь сосредоточены все коммуникации. У нас заправка дизелем здесь есть. У нас подключение электросети. Вода. И они, собственно говоря, не болтаются у нас по палубе. Вот так вот. И очень легко, ребята, джетски переносится у нас на платформу. Очень толковое, хорошее решение. Кроме того, сам гараж служит великолепным таким солнечным диваном. У нас сразу мы видим 2 камеры стоят, 1 и 2. для швартовки. И цените эти прекрасные полупрозрачные солнечные панели.
Они работают с двух сторон. Вот, и в то же время они служат вот таким украшением. Я считаю, это классно. Более того, ребята, у нас здесь есть вот солнечный такой экран, который служит и экраном кинозальным. То есть вы можете поставить проектор и, соответственно, проецировать киношку на него. И оцените, как тенты спрятаны здесь прямо внутри. То есть они по периметру прямо спрятаны на молниях, на защелках. Есть ночное освещение, может быть синим, может быть белым. И освещение, опять же, платформы, если вы будете работать ночью. Зайдя только на эту лодку, я уже вижу, насколько она огромная, насколько она впечатляющая, ребятки. Но в то же время она управляется весьма скромным экипажем. В принципе, даже 2 человека достаточно для швартовки вот этой лодки. Для уборки это уже другой вопрос, или готовки. Но вот 2 человека достаточно. Также, друзья, хочу обратить ваше внимание на то, что под диванами спрятаны все наши утки и кабестаны. То есть они вообще не портят внешний вид. И сверху они работают диванами. Давайте, друзья, зайдем в наш кокпит. И он действительно хорошо зонирован. Здесь есть вот диванчики по каждому борту. Яхтой мы, ребятки, можем управлять отсюда, прямо с транса, прямо с кормы. У нас здесь есть джойстик. Шкипер может проводить швартовые операции. И, как я сказал, лодка заточена под небольшой экипаж. Учитывая, что хороший экипаж найти очень тяжело, это, ребятки, очень важно. Здесь у нас располагается наш гараж, да, и вот сверху он работает сейчас солнечным таким деком. Можно подушки переместить и валяться с той стороны. Здесь, друзья, использовали натуральный тик, но у этого владельца 2 лодки. Есть еще 67-я, и на ней он использовал синтетический тик с очень интересным рисунком. Смотрите, здесь у нас есть как бы такой выход, но на самом деле это только рундук. Но вот по левому борту, по портсайду, да, у нас здесь есть проход в капитанскую каюту. То есть он может и из салона зайти в свою каюту, и вот отсюда. И это очень даже правильно. Ну и, друзья, давайте к кокпиту. Кокпит у нас выглядит как просто такой салон для приемов. Очень хороший декор, кстати. Вот, молодцы. Стол мне нравится тем, что он не квадратный. Это потому что квадратность убивает вообще, ну, всю красоту, весь дизайн. И Изабелла Рокупо сделала вот такие обводы стола. И выглядит он шикарно. И давайте посмотрим, да, то есть мы здесь можем посадить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 человек очень легко и свободно. Сейчас он накрыт на 6 человек. Но вот еще в торцах можно 2 посадить абсолютно легко. Теперь по правому борту, ребятки, у нас вот такой кофейный столик. Да, сейчас он накрыт для детей с детским шампанским. Но вы видите, у него электрическая нога, и он может подниматься, опускаться, соответственно, становиться реальным кофейным столом. Ну, опять же, не буду повторяться и петь дифирамбы, что размер кокпита поражает. Очень большое внимание к деталям. Везде, где можно, у нас стоят здесь вот подстаканнички. Здесь уже с нормальной стали. Зарядочка, вот такая полочка, чтобы ничего не потерялось. Вот такой вот светильник у нас, друзья мои, прекрасный находится. И опять же ветровики. Это все создает здесь, скажем, программу хорошего времяпрепровождения. То есть такие детали обеспечивают нам комфорт и удовольствие от нахождения на яхте. Вот здесь в углу у нас спрятался айсмейкер. Их тут 3 льдогенератора. Ребята, опять же, фьюжн. Количество этих фьюжнов просто зашкаливает. Но, опять же, надо так надо. И оцените, отлично сделан потолок. Он обтянут тканью.
Что ж, друзья, давайте оценим наш салон. Он просто великолепен, он просто поражает, да, своим размером. Эта яхта имеет две версии: с кухней внизу, как здесь, да, и с камбузом наверху, может быть. И в данном случае мы имеем такой лаунж-салон, просто вот невероятного размера, невероятной красоты. Дизайнеры очень хорошо здесь поработали. У нас здесь вот обеденная зона с такими чудными диванчиками. И вот зона такая коктейльная, да, отдыхательная, вот с креслом и, соответственно, с небольшим диваном. Тут может быть библиотека или виски-бар. Что ж, а давайте теперь мы перейдем на фордек. И, друзья мои, посмотрите, какая дверь должна быть у нас. Я хочу остановиться на конструкции двери, потому что многие спрашивают, а почему на маленьких катамаранах Фонтен Пажо или Лагун не ставят двери на фордек? Ну, во-первых, здесь будет теряться пространство, да, то есть у нас в салоне просто потеряется пространство. Для такого размера лодки от 55, от 60 футов уже полегче, да, для меньших вы теряете просто огромный кусок салона. Во-вторых, вы посмотрите, какая должна быть дверь, чтобы она выдерживала удары волны носовой, друзья мои. Здесь дверь сделана просто по-самолетному. Вы посмотрите на эти шарниры из нержавеющей стали. 6 у нас защелок, да, сверху шарнир, тут шарнир. И она сделана из толстого композита. То есть эта дверь действительно выстоит удар волны. На меньшем катамаране сделать это будет и дорого, и практически невозможно, опять же, из-за места. Поэтому пройдем дальше и посмотрим. Фордек прекрасен. Он, опять же, хорошо продуман. Огромный носовой кокпит. Просто огромнейший. Катамараны от Фонтена больше ориентированы на семейных круизеров. То есть в первую очередь они сделаны не для того, чтобы поразить такую неустоявшуюся психику дневного чартериста, который вот заходит на один день, на 2 дня, там, вау. Нет, здесь сделано все действительно продумано. Здесь отдельные у нас зоны. Здесь бы можно столик разместить, это можно. Джакузи, конечно, джакузи. Как же мы без джакузи, друзья, на двоих? И очень интересно, вы можете наблюдать вперед. Вот эти лежаки, которые превращаются опять же в диваны, у них спинки поднимаются, и они могут как бы служить у нас такими наблюдательными пунктами, я бы сказал. Здесь подо мной находятся рундуки для всяких игрушек водных, 2 рундука. И в носу у нас сделаны еще 2 каюты для экипажа. Можно одну использовать для экипажа, одну для... как рундук. Мы видим Гену и Стаксель, все с электроприводами. Бушприт уже в стандарте, тоже с электроприводами. И здесь у нас разместилось, опять же, причальное оборудование. У нас здесь кабестан и 2 утки, которые выезжают, заезжают. Как я говорил, внимание к деталям. Здесь у нас есть вот зарядка на этой полочке. Опять же, здесь светильничек ночной. Все ночью тут будет красивенько и прекрасненько выглядит. Кроме этого, здесь можно еще натянуть тент.
Ну что ж, поехали дальше, посмотрим, что у нас еще интересного. А вот здесь я хочу обратить ваше внимание. У нас вот такие стеклянные вставки в борту. А зачем они? Потому что у нас линия окна здесь опущена. И, соответственно, больше света, больше, скажем, панорамного вида попадает в наш салон. То есть мы можем наблюдать море, насколько это возможно, даже из салона. Здесь у нас балкончики, которые откидываются. А теперь, ребята, давайте оценим этот нереально огромный флайбридж. Заходим по вот такой прекрасной лестнице. Хо-хо! И вуаля! Друзья мои, вы оцените это великолепие. Опять же, все зонировано. Считаю просто на 5 по 4-бальной шкале. Давайте поговорим об управлении. Управляемость такая же, вот как на 67-й модели была, то есть, по сути, идеальная. Все управление парусами сосредоточено только здесь, и один человек, в принципе, может поднять паруса. Для такого большого катамарана это важно. То есть всего 3 лебедки, все электрифицировано, полностью вы наблюдаете за всей картиной. На мачте у нас, друзья, расположен вот такой гарминовский дисплей, чтобы мы могли сразу наблюдать за всей информацией. И 2 рулевых поста, это, конечно, сила. Так и должно быть, потому что вам очень удобно наблюдать и с той стороны, и с этой стороны. Сюда вынесены стаксельная и гнакерная лебедки. То есть все сосредоточено вот здесь. Вот такой у нас здесь, ребята, рулевой пост. По старборду пост сделан основным. Здесь мы имеем Garmin на 19 дюймов. Здесь отдельно управление двигателями. Вот есть отдельно подрулька, отдельно управление моторами. Но Cummins предлагает систему управления джойстиком, поэтому ты можешь управлять всем джойстиком. Оцените, что у нас 2, друзья мои, управления якорными лебедками. Да, здесь стоит 2 якорные лебедки. Ну, собственно, да, большой корабль, 2 якоря. Тут мы управляем светом, все кнопки. Вот. И вот это, друзья мои, все управление парусами. То есть вот здесь кнопочками мы управляем парусами. Да, Fusion, блин, куда же без него, собственно говоря. Радиостанция. Ну вот и весь пост управления. На левом посту только Garmin у нас и двигатели для швартовки. Далее здесь у нас люк, да, вот лесенка, люк на крышу. То есть шкипер может пойти себе как бы решать все вопросы, связанные с гиком. И вот эта зона за мной, она, по сути, просто уже для отдыха. Хороший камбус, опять же, он развернут сюда, к рабочей зоне. Камбус с маленьким грилем, ребятки, да. Мойка, холодильник, все тут у нас на месте. Тут что у нас есть? Маленький льдогенератор, это правильно. И места предостаточно здесь. Ну и оно очень толково, хорошо сделано. Очень большое внимание к деталям. Здесь вот такие полочки сделаны для нужных и полезных вещей. Здесь, опять же, обеденный стол, за которым может разместиться до 8 человек. Этого достаточно, я считаю. Тут такая кушетка, где просто можно валяться, лежать. Вот, друзья мои, небольшой диванчик для провинившихся. Опять же, покрытие натуральный тик. Привет команде. Оцените, ребята, вот надо мной опять же эти прекрасные солнечные панели, которые выполняют у нас функцию производства электроэнергии и в то же время являются таким прекрасным украшением. Опять же, здесь мы видим солнечные панели, красивые. Все, опять же, управляется электричеством. То есть я вижу, все заведено на электролебедки. Это хорошо.
На крыше салона мы видим флекси, солнечные панели. Ну, не знаю, спорное решение, как бы, но захотел владелец, заказал. Всего мы вырабатываем здесь до 9 киловатт электроэнергии только благодаря солнечным панелям. Ну и, как экипаж сказал, это в целом покрывает все дневные потребности в электроэнергии. То есть они не запускают дизель-генератор. Сейчас, друзья, давайте оценим нашу мастер-каюту. Она у нас по правому борту. Смотрите, по дороге я нашел вот такой вот шкафчик. Здесь можно положить что-то нужное и полезное. Наличность, допустим. Вот так вот. Ну, и давайте зайдем. Вау! Оцените эту красоту. Мастер-каюта действительно великолепна. Она огромна. У нее достаточно места для того, чтобы вы абсолютно спокойно передвигались. И оцените эти иллюминаторы. Мы имеем 3 потолочных и здесь вот такие панорамные окна. Иллюминаторы просто, друзья мои, великолепны. Вот так они могут закрываться. Полный блэкаут нам делать. Но вы посмотрите на эту панораму. Пальма де Майорка. Красота. Лодочки стоят. Вот. И из этой каюты у тебя нету чувства клаустрофобии. Ты получаешь эмоции прямо вот из окна. И посмотрите на эту кровать. Она, ну, где-то метра 2 на 2,20. Огромнейшая кровать с мягким изголовьем. Очень хорошо сделано освещение здесь. Тумбочки очень хорошо и разумно продуманы. Все виды розеток здесь присутствуют. Абсолютно все. Ребятки, посмотрите. И 220, и 110, и USB-A, USB-C. Просто универсал. Кроме этого, вот зарядка здесь имеется. Здесь у нас есть еще аудиосистема. Ну, каждый может заняться собой, разложиться. Имеется даже вот такая библиотека. Полочки с ограничителями. Все продумано. Здесь тоже оцените ограничитель. Мне нравятся вот эти изгибы. Да. Опять же, здесь дерево это орех мы имеем. Вот здесь у нас выезжает телевизор. Поднимается телевизор. Система управления кондиционером. Не знаю, почему она здесь находится. Странно. Далее, ребята, гардеробная. Гардеробная шикарно. Очень хорошо внутри продумано. Просто отлично. Теперь давайте оценим этот санузел. Блин, ну он просто тянет на королевский статус. 2 умывальника. Ну, наверное, здесь доречно. Размещение 2 умывальников. Потом дальше у нас здесь ванная с джакузи, с кучей всяких прибамбасов. Опять же с шампанским. И, ребятки, этот санузел. Душевой я себя чувствую просто вот королем, да. Опять же, очень хорошо продуман. Нормальные полки здесь сделаны со сливами. И, друзья, посмотрите, какая лейка надо мной. Просто гигантская. Она огромная, просто огромная. Впечатляет это все. Ну, санузел такой, что здесь хочется приводить себя в порядок. И есть, опять же, вот такая дверка дизайнерская. Видите, то есть можно себя там закрыть и жить себе спокойненько. Также, друзья, давайте посмотрим туалет. У нас вынесен вообще в обратное место душа. Это новая тема сейчас, опять же, по просьбе трудящихся. Также, друзья, оцените, у нас здесь мягкое покрытие, которое врезано, просто в пол врезано. Оно под один уровень вместе с пайолами идет с полом. Тоже приятная штучка. Как я сказал, огромная каюта получается. Очень большая и очень продуманная. То есть здесь все на своих местах. Вот эта гардеробная часть, она, ну, очень как-то логично вписана, да, то есть она как легкий проход, то есть ничего не выглядит каким-то чересчур навязчивым, чересчур каким-то большим.
Оцените, ребятки, подсветка. Очень умно сделана подсветка. Поелы сделаны светлыми, могут быть темными. И, друзья мои, теперь оценим VIP-каюту. Она также у нас по правому борту. По размеру кровати, да, чуть-чуть уступает, наверное. Примерно 1,80 м на 2 м. Но тот же самый стиль. Здесь мы имеем вот такой санузел. Нормальный такой хороший душевой. С искусственным мрамором отделкой. Гардероб находится здесь. Очень хорошо и добротно сделана обшивка дверей. Ну, молодцы. И тут, друзьяки, посмотрите, вот мне очень нравится размер вот такого умывальника. Да, и здесь также, друзья мои, зацените эту лейку сверху, да, то есть у вас есть нормальная лейка и вот такая вот гигантская лейка на всех иллюминаторах есть. Вот такие вот шторки, да, мы можем закрыться от дельфинчиков, которые подсматривают за нами. Опять же, новая тенденция – это туалеты при возможности выносить подальше от санузлов. Ну, наверное, вот такие гигиенические нормы или желания. Ну, я могу сказать, что VIP-каюта действительно для очень важных персон. Она классно сделана. Полный функционал, как и у мастер-каюты. Здесь ваши VIP-гости не будут вообще ничем обделены. Все абсолютно здесь присутствует. Что ж, друзьяки, и у нас здесь одна мастер-каюта, одна VIP и вот еще две гостевые по левому борту. И давайте тоже мы их заценим. Да, вот у нас один проход на две каюты. Сначала каютку, которая вот здесь у нас в мидделе находится. Здесь идут уже обычные матрасы, которые мы можем встретить на любых фонтен-пажо катамаранах. То есть они 2 метра на 1,60 м. Каюта, я вам скажу, очень даже уютная, такая приятная и душевная. Здесь вот за зеркалом у нас спрятан шкаф, да, шкаф с выдвижными ящичками. Вполне это душевно. Полки, я бы там вот подсветочку сделал бы. Имеется здесь опять же телевизор выдвижной. Здесь у нас телевизор. Здесь у нас поднимается хороший большой иллюминатор. Здесь у нас шторка для блэкаута. Здесь у нас спрятался душик. Вот, да, душик, скажем, не для меня. Хотя сверху он нормальный. Тоже есть вот лейка вот такая. И здесь у нас туалет с умывальником. Но, опять же, сделано все нормально. И, в принципе, если вот тут все закрыть, то можно вполне отлично здесь проводить время, да, для отдыха. Теперь, пацаны, давайте оценим другую каюту. Да. Вот здесь она у нас спряталась. А что это? Что-то технологическое. Да. Здесь, я так понимаю, у нас санузел общий. Да, видите, вот душ. Здесь у нас туалет. Умывальник. То же самое. Здесь такой же матрас. 1,60 м на 2 метра. Та более уютная. Здесь чуть-чуть больше простора. Вот как бы сами выбираете, все то же самое, все оборудование абсолютно такое же, как и в той каюте, ребятки. Вот такие еще две гостевые каюты мы имеем. Как я сказал, друзья мои, кухня здесь внизу по левому борту находится и блок экипажа, и это очень интересно и важно. Давайте это все оценим. Опять же, не могу пройти просто эмоциями вот эту подсветку. Тут у нас есть доступ вот такой, видите? Да.
Все очень хорошо продумано. Блок экипажа, то есть вот здесь они могут обедать себе, как бы проводить свободное время. И у нас, ребятки, здесь одна каюта на двоих. Здесь санузел с душем для экипажа. Камбуз, ну, отлично экипированный, то есть такой профессиональный нормальный камбуз. Мы имеем здесь даже больше, чем 60 сантиметров поверхность. Для работы это великолепно. Видите, организаторы здесь у нас стоят. Все, микроволновка, большая поверхность индукционная, опять же духовка, посудомойки, вот такой вот холодильник. Холодильников здесь несколько. Вот эта часть мне очень нравится. Вот так мы можем пользоваться вот такой доской, которая съезжает, заезжает здесь. Важно еще сказать, ребята, что здесь у нас каюта капитана находится. Здесь у нас санузел. Вот двуспальная кровать. И также здесь есть выход сразу в кокпит. Вот тут он у нас полностью автономен. Каюта капитана, конечно, поближе к камбузу, это правильно. Камбуза у нас вообще нету претензий, друзья мои. И кроме того, он закрывается у нас здесь. Вот такая выдвижная дверь, он может просто здесь закрыться. Ну что ж, друзья, яхта получилась просто супер. Мне действительно она нравится своим грамотным подходом, начиная от дизайна, создания, конструкции, работы заводской команды, тем, что она действительно продумана для легкого маневрирования, быстрая лодка, то есть вас может унести подальше от ваших проблем. Кстати, эта лодка доступна к чартеру, каких-то 100 тысяч в неделю, и эта лодка ваша. Кроме этого, если вам эта яхта понравилась, может быть какая-то меньше, может быть какая-то больше, вы не стесняйтесь, пишите мне, звоните, съездим на Верфь, проведем экскурсию, сделаем си-трайл, и я помогу вам с выбором опций, с выбором лодки. Я, Саша Горан, и моя команда Интерпарус будет только рада вам помочь. А пока мы с вами прощаемся и до встречи в морях.